Всем здравствуйте! А сегодня я предлагаю вам нарисовать лето лоскутами. Вот по типу этих очечников, которые я делала. Это будет пицца, как вы поняли. Будем накрывать и потом стягать. Я собрала сэндвич. Здесь у меня для плотности фланель. Ненужная старенькая платьице. Это нитепрошивная тряпка какая-то хозяйственная. За 19 рублей купленная. И ситец. Размеры этой ткани заготовки 50 на 28. Я отметила примерно центр, где у нас будет. Это будет косметичка. Вот это дно, это центр. Дно будет 6 сантиметров. Значит, вот это место, это будет дно. Вот где-то так примерно. А здесь я буду рисовать лоскутами на передней части косметички. Я приготовила красные ткани, различные оттенки, цвета, зеленые различные оттенки, голубой, вот у меня светло-светло-бледно-голубой, розоватый, это вот небо я буду рисовать, розовые облака, будет у нас закатное небо, и желтизну вот добавлю, бледный желтый, ну и желтый такой на цветы. А еще есть у меня вот такие цветы. Вот такие. Может быть, их добавлять буду. Видно будет дальше. А сейчас я буду намечать, где у нас будет зелень. У меня есть вот такой лоскутик симпатичный. И, наверное, буду срезать так плавненько. Букашку этого срежу. Вот так. Я навыкраивала облака. Сейчас буду рисовать небо. Вот так вот будет закатное небо у нас. Буду использовать изнаночную сторону. Она поспокойнее немножко. Вот желтый буду добавлять. Розовое. Закатное небо. Красивое. Какое оно бывает удивительно закатное, красивое, красивое. У меня балкон выходит на западную сторону. Ой, какие закаты красивые бывают. Но телефон не передает этого контраста, цвета этого. Бывает такой розовый закат, а передает какой-то другой цвет совершенно. Теперь приступаем к зелени. Я вырезала вот листву различных оттенков. А теперь буду раскладывать. Я навыкраивала своих любимых тюльпанчиков. Теперь буду распределять их по рисунку. Какой куда пойдет. Девчонки из Казахстана меня поймут, мои любимые тюльпаны из детства. Мы жили в 100 километрах от Уральска, в Первомайском районе, и по весне ездили за тюльпанами на велосипедах. Садимся, девчата, мальчишки, и поехали. Ну, мальчишки, не знаю, не помню. Девчата это точно ездили. Как красиво в этих полях тюльпанных. Ой, вы не представляете. Девочки из Казахстана видели теперь такие поля. У них есть тоже. Потому что Казахстан рядом с Оренбургской областью граничит. Вот какие-то цветочки за листочки прячем. Они же по-всякому растут, цветут.
Раскладываем как хотим. Никаких правил здесь нет. В основном, когда мы ездили, мы находили как-то много желтых тюльпанов было в то время. Розовых и красных найти было проблемно. А уж если находили, такое счастье было для нас. А сейчас вот я по нынешним фотографиям смотрю, кто выкладывает весной, то уже в основном красные и малиновые тюльпаны. А желтых совсем мало почему-то стало. Вот на фоне закатного неба тюльпанное поле. Как вам? Хорошо, что девчонки написали, что они из Казахстана. И вот я к ним обращаюсь. Напишите, кто видел тюльпанные поля. Убирайте ненужные ниточки, махнушечки. Так, вот еще один тюльпанчик. Не знаю, куда его пристроить уже. Может, один я спущу пониже. А этот крупный вот сюда поставлю. Пока оставляю так, сейчас будет все меняться, как всегда. У меня есть вот такие мелкие цветочки. Я их сейчас применю. Вот пусть листик закрывает вот этот тюльпанчик. А этот листик вот этот. А сюда цветочки. Приклею клеем канцелярским, чтобы они не убегали никуда. На этот листик. Так, и вот сюда сделаю сейчас центр. Оставляю вот в таком виде я свой пейзаж. Сейчас пройдусь клеем. Цветочки, облака, листочки кое-где подклею. А остальное буду скалывать иголками. Я подклеила цветы и листочки. Облака не стала приклеивать. Я их сейчас прихвачу иголочками. Убирайте все лишнее, вот махнушечки, вот прям капелюшечные. Они мешают и будут некрасиво смотреться. У меня есть остатки вот такого вот тюля. Видите, здесь такие завитушечки. Здесь кайма, я ее обрежу. И будет у меня она составная. Потому что цельной нет у меня в длину. А вот так вот я хочу эти вот завитушки на небо пустить. Смотрите, как интересно получается. Облака такие завитые. Сейчас обрезаем. Немножко побольше режем. Пусть лишнее потом срежется. Все, сейчас я проглажу. И буду скреплять булавками. Срежу эту кайму. Я вот так все тщательно сколола, особенно облака, потому что я их не приклеила на клей. А здесь цветочки, листочки, так, немножечко. Здесь вот у меня этой сетки тюля хватило как раз до конца зеленого цвета. И сюда я вставила полоску, вот такую же кружевную. И дальше у меня будет такая же сетка на той стороне. Все, теперь стягаю. Я вот так прошила небо. И тюльпанчики красные все. По нескольку строчек сделала красными нитками. Сейчас можно уже отрезать. Переходила от цветка к цветку, не срезала, делала закрепки в начале, в конце. И теперь можно срезать все эти нитки.
Сейчас заправлю желтую нитку и буду стягать желтые тюльпаны. И середочки вот эти перехвачу тоже, чтобы они держались. А потом заправлю зеленую нитку. И простегаю уже все листочки и зелень внизу. Стягаю просто обычной прямой строчкой, не на свободном ходу. Так получилось. Так, листочки я простегала. Сейчас вот белую нитку поставлю, вот эти два цветочка прошью. Не буду здесь менять на сиреневый и на розовый. Буду белым стягать. Теперь я добавила вот сюда. Вот эта полоска у нас, помните? И добавила сюда еще вот этот фатин. Не фатин, вернее, а тюль это. Потрогала и решила сюда положить слой фланели, потому что здесь-то у нас слой приличный такой получился, плотный, пристежки. А здесь может быть рыхлый. И чтобы форму сумочка держала или косметичка, надо проложить еще слой. Сейчас меняю нитку на белую и стягаю дальше. Вот такой блок у меня получился. Весна, весна. Цветочки цветут разные. Здесь простегала почаще, чтобы поплотнее, чтобы форму держала. Отутюжила хорошенько и выровняла. Остается дошить изделие. А что я буду шить, покажу в следующем видео. А сейчас я прощаюсь с вами. Опять призываю писать комментарии. Девчонки, напишите, кто видел тюльпанные поля. Расскажите. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. Всего доброго. До встречи.